боготворят всяких негодяев, переписать на него все имущество. Не могут люди быть настолько тупыми. Просто сейчас проходит эпоха чудес. Не делайте так. Была не очень четкая дикция, но очень душно. Здравствуйте, дорогие мои снобы. Меня зовут Виктор, и добро пожаловать на мой канал «Петербург для снобов», где я вместе с вами посещаю петербургские театры, делаю обзоры спектаклей, которые идут в этих театрах. А сегодня мы опять идем в молодежный театр на Фонтанке на классическую пьесу Жана Батиста Мольера «Тартюф». Это вообще классика мировой драматургии. Если вы не читали ее, то обязательно почитайте, но я вам сейчас напомню ее краткое содержание. Некий негодяй под видом священного старца, это цитата из «Братьев Карамазовых», то есть под видом благочестивого человека, втирается в доверие к почтенным господам и начинает диктовать свои правила, по которым семейство месье Огнара должно жить. И в конце он вообще заставляет главу семейства переписать на него все имущество и тем самым становится хозяином всего дома и движимости, которая в нем есть. Самую концовку я не буду вам говорить, это вы прочитаете сами, или посмотрите где-то, лучше прочитайте, конечно. Но здесь что надо отметить, что те, кто верил Тартюфу, было немного, то есть сам хозяин дома и его мать, его дети, его вторая жена сразу поняли, что это мошенник, но, несмотря ни на какие уговоры, отец семейства не верил им, и уже после того, как ему воочию показали, что из себя представляет Тартюф, он, наконец, осознал свою ошибку и свое давнее заблуждение. Кто-то, прочитав или посмотрев эту пьесу, может подумать, ну что за дурак этот месье Огунар? Ну не может такого быть, не могут люди быть настолько тупыми, это большая редкость. Но я вам вот что скажу. Это не только не редкость, это случается очень часто с большинством людей. И вы, да, вот лично вы, которые смотрите сейчас это видео, оказываетесь в положении месье Огунара гораздо чаще, чем вы думаете. Более того, миллионы людей во всем мире, так же как и месье Огунар, не просто верят, а боготворят всяких негодяев на протяжении многих лет. И в отличие от господина Огунара, который под весом неопровержимых фактов все-таки понял, в чем здесь дело, и осознал свою ошибку, но большинство людей, ну ладно, не большинство, многие люди, какие бы факты им не представляли, как бы эти факты им не разжевывали, все равно продолжают боготворить всяких нехороших людей, и такова жизнь. Поэтому вариант Мольера, так как он изобразил, это еще очень разумные люди. Фишка в том, что так как здесь на улице Росси Вагановская балетная академия, или как она правильно называется, по ней передвигаться необходимо танцевальным шагом по вот этой стороне, которая ближе. Поэтому люди стараются обойти нас вот между машинами и краем тротуара. И мы уже находимся на территории молодежного театра на Фонтанке. И напомню, если вы, кстати, не смотрели наш обзор Дон Кихота здесь, то обязательно посмотрите. Но напомню, что этот молодежный театр на Фонтанке ни разу не молодежный. Там молодежи в главных ролях нет вообще. Но что мне здесь нравится, здесь все-таки ставят классические спектакли без дурных экспериментов, по крайней мере, судя по фотографиям со спектаклей. И это очень хорошо, потому что редко, когда можно посмотреть классического Тартюфа, а Тартюфа любого, насколько я знаю, в Петербурге ставят только здесь. Друзья, сейчас антракт, вот сейчас оператор покажет, видите, люди вышли, они не просто так вышли на улицу, не потому что сегодня хорошая погода, на улице плюс 27, а потому что в зале плюс 35, наверное. Ну, очень душно, кондиционеры, которые там есть, и вентиляция, они не справляются, и под конец уже хотелось выйти подышать свежим воздухом, чем мы, собственно, сейчас и занялись. Повторюсь, что с малого зала, к большому сожалению, они почему-то решили не проводить этот спектакль. Нет прям очень плохих мест, нет. Со всех мест видна сцена и более-менее слышно. И были выкуплены все билеты. Правда, было пару мест по краям, и, видимо, люди не пришли. Просто сейчас проходит эпоха чудес, как мы с вами знаем. Вот чудный закат,
чудный закат, а время-то уже у нас полдевятого, наверное, да? А закат чудный, а вот там отражается на кирпичной стене, посмотрите, как все великолепно, это все видно, да? Где вы такое еще увидите? Да много где вы увидите, но если вы не обратите на это внимание, то, конечно, вы это не запомните. А я вот вам помогаю за это запомнить. И судя по реакции зала, вижу, что большинству людям спектакль нравится, и вот моему оператору тоже нравится. Кстати, да, сегодня мне помогает Анастасия, просто Анастасия. И сейчас, если у нас получится, мы спросим у нее ее впечатления, ибо Анастасия специалист по молодежному театру на Фонтанке, и по-любому она сможет что-то добавить, то, что я не увидел и не знал никогда. Мне очень нравится этот театр, и каждое посещение дарит такие эмоции положительные. Минус, но это минус не театра, а может быть и театра. Спектакль начался на 15 минут позже заявленного времени. То есть не в 19:00, а в 19:15. Я, конечно, понимаю, что некоторые зрители конкретные редиски опаздывают, их надо ждать. Ну а зачем их ждать? Им написано в 19:00. Ну, придите вовремя, ну не 15 минут. Вот 15 минут это не 5 минут даже. Это очень серьезно. Мы сидим в зале, вот это все паримся там, да, актеры ждут, все уже вот готовы смотреть, нет, мы чего-то ждем. Ну 15 минут это вообще никуда не годится. Не делайте так. Друзья, спектакль закончился, и сначала Анастасия, просто Анастасия, даст свое экспертное заключение по спектаклю. Так, спектакль, я так понимаю, понравился, да? Да, спектакль мне очень понравился. Мне кажется, это один из самых ярких спектаклей этого театра. Ну, если смотреть из тех, на которых я сама побывала. Вот. Особенно последняя сцена, где это выход придворного короля. Просто короля, это был Людовик XIV. Нет, это был, по-моему, придворный Людовик XIV. По-моему, это был именно Людовик XIV. Ну, сначала якобы мне тоже казалось, что это был Людовик по книге, XIV. по тексту? Да, но я, кстати, не помню потом по тексту, в итоге это был посмотреть. придворный короля. Нет, потому что в конце он говорил, что король... Это он про себя говорил. Ну, не суть. В общем, очень понятно. Человек в парике, в ярком костюме, разряженный. Я почему-то представляла, что весь спектакль будет в таком духе, но... В каком? Ну вот в таком духе, костюмированный, яркий. яркий. Костюмы не понравились? По-моему, костюмы были хорошо сделаны. Костюмы были хорошо сделаны, но они не все были историчные. То есть тут было какое-то смесь современного и историчного. Не, ну скажите спасибо, что они хотя бы не в спортивных костюмах это все делают. Конечно. Да, в принципе, ну, то есть как бы дух эпохи, дух старины, мне кажется, был здесь передан хорошо, да. За, может быть, некоторым исключением, когда был костюм как-то очень сильно похож на современный. А так в основном платья вот эти вот шикарные, как с кринолином, как это называется. Да. Ну ладно. Ну и современные платья. Окей, так, а по игре, вот по игре как? По игре актеров мне показалось, что такая сильная самоотдача от самих актеров чувствовалась, и очень звонко, ярко. Понравилось, что это было все в стихах, понравилось, как они обыгрывали некоторые ситуации, там, когда даже со зрителями было какое-то взаимодействие. Кстати, ты думаешь, это зрители были настоящие или это были постановочные зрители? Конечно, настоящие зрители. Свой человек среди зрителей. Там нет не, ну ладно, когда просто показывали пальцем, окей, а когда она села на... Я не увидел. Это был зритель, это был зритель. Ты думаешь, это был настоящий, натуральный зритель? Конечно, То есть прямо вот вообще 100%, да? Ну окей, ладно. Так, а вот это вообще комедия, да? Да. Тебе было смешно? На самом деле было очень много смешного. То есть ты сидела и за животик хваталась от смеха? Практически. Да. Я слышала, как смеются вокруг меня люди, как я сама смеялась, прям ведь голос хотелось действительно в некоторых моментах смеяться. И довольно, ты смеялась в голос? Довольно много было таких моментов. Ты не сдерживала себя? Не сдерживалась. Правильно. Так, а вот а кто тебе из актеров больше всего понравился? Из актеров? Мне понравилось, как играет актриса дочку главного героя. Я не честно вспомню. Марианна, по-моему. Марианна. Угу. Вот, как-то так ярко лично. Так, хорошо. А что тебе не понравилось? Есть такое, что тебе не понравилось? Что не понравилось? Ну, я сидела с краю, и не всегда было понятно, что они говорят, то есть не всегда голос доходил до меня. Угу. То есть это претензия к человеку, который покупал билеты, который почему-то не мог купить нормальные билеты заранее и, собственно, специально посадил на самое плохое место в зале, и поэтому не было слышно. Нет. Что-то еще было, что тебе не понравилось, может быть, ты с чем-то не согласна, может быть, я не знаю, может быть, что-то, не знаю. Может быть, погода сегодня не такая? Нет, как-то я могу сказать, что сейчас я больше каких-то положительных эмоций, вообще положительного впечатления от этого спектакля. Прям
мне показалось, ну, я на самом деле не очень искушенный зритель, но игра Подожди, ты в актеров, 10 ну, спектаклей только в этом театре была. ну, это не так много, можно и Ну, больше. Кто-то и вообще Можно ни и по одного не нескольку раз ходить на одни и те же Ну, может, спектакли, кто- да. вот для- вопрос. Ты хотела бы еще раз сходить через какое-то время на Тартюфа? Вот, я думаю, Сюда? что да, на Тартюфа я бы Мгм. хотела, и я точно буду его рекомендовать моим друзьям, знакомым. Думаешь, Прям очень вот понравилось. сколько из твоих друзей реально сюда пойдут? А, в смысле, сколько? Ну, вот ты будешь рекомендовать друзьям, и сколько Да. из них ты реально считаешь, что они придут на этот спектакль, в этот театр? Ну, если они заинтересованы как бы, театральной жизнью Санкт-Петербурга, то, возможно, они придут. Но как бы я Но буду они заинтересованы, Ну, у меня есть друзья, которым нравится ходить в театр. и они придут. Они придут. Сколько их? И насколько бы ты оценила по 10-бальной шкале? 10 баллов. 10 из 10. Друзья, теперь возле этого бабушки ангела, после экспертного мнения Анастасии, я дам свое экспертное мнение. Мне спектакль тоже понравился. Он превзошел мои ожидания. Не сильно, но превзошел. Я думал, что там будет менее смешно. Здесь было смешно. Они сумели таки выжать из комедии 18-го, прошу прощения, 17 века, сделать ее действительно смешной. 80% юмора вывозила актриса, которая играла Марианну, то есть дочь хозяина, Юлия Шубарева, если я правильно ее запомнил. То есть было смешно, было интересно, костюмы, сохранен дух произведения. Видно очень профессиональная режиссура и талантливая игра актеров многих. Мне как раз больше всего понравилось, так же, как и Анастасии, мне понравилась Юлия Шубарева. Это лучшая комедийная актриса, которую я видел в театрах Петербурга. Вот ответственно заявляю. На сей момент. Может быть, кто-то есть лучше, но я пока их не видел, эту игру комедийную. Что мне не понравилось? Ну, первое, мне не понравилось прочтение сына главного героя, Дамиса. Какого-то сделали из него мажора, придурка, петуха, не знаю, как точнее выразиться. Как-то вот сильно он выглядел нарочито. И у многих актеров была не очень четкая дикция, и из-за этого какие-то реплики, когда они говорили их быстро, трудно было услышать вообще, что они говорят. Но какие-то актеры говорили хорошо, например, брат жены хозяина плюс Тартюф сам, они отчеканивали слова, и их было слышно хорошо, ну и также Юлию Шубареву. Оценил бы я этот спектакль, наверное, на 9,5 из 10. Вот полбалла снято из-за нечеткой дикции и вот этого прочтения сына. Крайне рекомендую вам сходить, но это уже, видимо, вы сможете сделать в следующем сезоне, потому что, насколько я помню из афиши, уже до осени его не будут играть, возможно, осенью или зимой его запустят. Ходите в молодежный театр на Фонтанке, это одно из немногих мест, где вы можете посмотреть классический спектакль в хорошем исполнении, с прекрасной режиссурой. Всем рекомендую. Итак, друзья, если вам видео понравилось, то поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал. На этом я с вами не прощаюсь. Я говорю до скорых встреч и до новых спектаклей. Как его звали? Огнор? Огнар? Огнара. Да, наконец я запомнил, или не запомнил, господи, как этого звали отца-то, хозяина? Огран, Орган. Опять забыл. Ладно, это я вырежу, не смешно. Давай заново, подожди. Так, у нас Анастасия смотрит куда-то вон туда, и она что-то там увидела. Да. Песня такая есть, и мы проверяем как раз звук, да? Скажи что-нибудь хорошее, Хорошее, разумное, доброе, разумное, вечное. доброе, да. Это не на камеру. Ладно, мы вырежем. Вот. Так, нет, извини. давай ты не будешь такое говорить.